Я изучаю русский язык как иностранный. Что я делаю? Шаг номер один. Молитва. Я бы начала с молитвы и попросила бы высшие силы помочь мне на этом трудном пути. Точный текст молитвы, которая реально работает, я оставлю у себя в закрытом телеграм-канале. Ссылку найдете в описании. Друзья, привет! Как давно мы с вами не встречались в длинных видео. На всякий случай напомню, меня зовут Мария, и я преподаю русский язык иностранцам. Вот здесь русские субтитры, и вы можете включить субтитры на английском языке. Сегодня я хочу пофантазировать и ответить на вопрос, что бы я делала, если бы я была не носителем русского языка и захотела бы учить русский язык. Если вы уже давно изучаете русский язык, уже говорите на нем, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях под этим видео, что бы вы рекомендовали самому себе в начале пути. Итак, давайте начинать. В этом видео я не хочу говорить о каких-то очень очевидных вещах. Я бы начала с буквы А. Пункт 1. Я бы очень много слушала. Слушала речь носителей русского языка. И я сейчас не говорю про comprehensible input. Точнее, не только про него. Я бы слушала очень много. Прямо много-много часов и несколько месяцев. И я бы не спешила говорить. Сейчас очень популярен коммуникативный подход. И, конечно, всем хочется сразу заговорить на языке, сразу сказать свои первые фразы. Но поскольку я тренер по произношению, коуч по произношению, вот для произношения в будущем будет полезно, если вначале вы очень много слушаете. Именно так гораздо легче усвоить интонацию, мелодику языка, потому что именно вот эти две категории очень тяжело потом выучить по каким-то правилам. Причем очевидно, что на первых этапах вы не будете понимать много, а скорее всего вообще ничего не будете понимать. И, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного. Comprehensible input, не comprehensible, неважно. Вначале ничего не понятно. И ничего страшного. Попробуйте делать такой аудио-стрейчинг, растяжку своего понимания. Пункт номер 2. Ой, друзья, вот вы не представляете, может быть, кому-то из вас будет трудно поверить, но каждый второй, не знаю, у меня нет статистики, я не считала, но очень часто приходят ко мне взрослые люди, как студенты, с очень высокими ожиданиями от себя и от процесса изучения языка. Я не относилась к этому серьезно, пока я не увидела масштабы проблемы. Я составила список заблуждений, список завышенных ожиданий, с которыми ко мне приходили студенты и которые даже были у меня. Проверьте, какие из этих ожиданий, иллюзий, заблуждений были или, может быть, есть у вас. Этот список я оставлю в своем закрытом телеграм-канале. Чтобы на него подписаться, можно перейти по ссылке в описании к этому видео. Я тут, наконец, сделала курс, о котором я чуть позже вам расскажу. И мне об этом курсе нужно вам как-то рассказать. И я решила посмотреть, как вообще вот в моей сфере рассказывают про курсы, как вообще рекламируют курсы по языку, что ценится, да, какие ценности пытаются подсветить, подчеркнуть. И вот знаете, если бы я снимала рекламу для своего курса, используя все те хуки, все те крючки, которые я обнаружила на просторах интернета, то реклама получилась бы примерно вот такая. Друзья,
это Изи, знакомьтесь. Изи не очень любит говорить, правда, Изи? Ага, и Изи искала такой курс, где нужно будет молчать, не надо будет ничего делать, но результат будет очень хороший. Правда, Изи? Да. Ага. Изи, как вы оцениваете наш курс? Топ. Какой курс? Такой ответ. Друзья, вы уже знаете Тиффани. Тиффани пришла ко мне на курс, чтобы говорить с русскими людьми. Она их не понимала. И в итоге сразу после курса она вышла замуж за русского мужчину. Правда, Тиффани? Hi. Я говорила так красиво и правильно по-русски, что Иван сказал мне: я тебя люблю. Он сказал: у тебя русская душа. Тиффани, вы можете сказать, что благодаря нашему курсу ваша мечта сбылась? Да. Отлично. Друзья, это Дженнис. Дженнис работает 23 часа в сутки, 8 дней в неделю. И она открывает новый бизнес в России. Для этого ей надо выучить русский язык без акцента, чтобы вести переговоры с российскими партнерами. Дженнис, сколько у вас есть времени, чтобы учить русский язык, чтобы заниматься вашим произношением? How much time do you have to train your Russian pronunciation, to practice your Russian pronunciation? 5 hours a week. 5 seconds and they're gone. So I'm sorry, I need to go. 5 seconds. It sounds real. Дайте мне 1 минуту, и я гарантирую вам, что с нашим курсом вы выучите русский язык без акцента очень быстро. Дженнис, ну что, как дела? Вау! Это феноменально. Я за 1 час выучила русский язык без акцента, провела переговоры с российскими партнерами и заработала триллиард. Да, ребят, смешно, но, согласитесь, верить во все это хочется. В общем, заходите в мой закрытый телеграм-канал, там вы найдете документ с этими иллюзиями, проверяйте, какие иллюзии были у вас, и дополняйте список, вдруг у вас есть что-то свое. Пункт номер 3. В самом начале своего изучения я бы нашла людей. Для 2025 года, может быть, это звучит уже старомодно, потому что есть чат GPT, всякие приложения, построенные на искусственном интеллекте, с которыми можно общаться, они там исправляют ошибки, задают вопросы, предлагают упражнения, предлагают тексты и так далее. Это, конечно, все прекрасно, но, на мой взгляд, по моему опыту, вот лично моих студентов и лично меня ничто так не возбуждает, ничто так не стимулирует к тому, чтобы запомнить что-то, ничто как эмоции. Живые эмоции от живого, настоящего общения с настоящими, непредсказуемыми носителями языка. Так вот, в начале пути я бы посоветовала себе найти людей. Например, носителя языка, который хочет учить мой родной язык и при этом готов поделиться со мной, готов говорить со мной на русском языке. Может быть, я бы нашла носителя языка, с которым у нас похожие интересы. Человека, который разбирается в произношении, поможет вам с этим аспектом. Еще можно найти человека, который тоже изучает русский язык и который вам посоветует какие-то материалы, источники, каналы, группы, которые вам чуть-чуть поможет в начале пути. Еще можно найти человека, которому будете помогать вы, чтобы вас это тоже как-то вдохновляло, мотивировало. Для кого-то ваша точка – это уже точка Б. Но в любом случае все, что объединяет сказанное мной, искать людей. Ну и, наконец, 4-й пункт на сегодня. Что бы я посоветовала себе в начале изучения русского языка? Разобраться в общих чертах, разобраться в
правилах произношения русского языка. Вот это прямо критически важный пункт, потому что на русском языке то, что вы читаете, и то, что вы слышите и говорите, это разные вещи. И вот было бы здорово в самом начале понимать в общих чертах эти правила, чтобы потом уже не делать ошибки. Потому что исправлять ошибки на уровне B1 очень трудно. У меня для вас, друзья, прекрасная новость. Наконец-то я сделала курс по фонетике. Ура! Этот курс называется The Main Aspects of Russian Pronunciation. Это очень короткий курс, там всего лишь 9 очень коротких уроков. К каждому уроку есть рабочая тетрадь. Понятный курс, я его сняла на английском языке. Там я собрала только то, что вам действительно поможет на практике. Вы поймете главные аспекты русского произношения, главные трудности. Вы поймете, куда вам вообще идти. В этом курсе много моего личного опыта. Я бы сказала, что этот курс, как я написала в рабочей тетради в описании этого курса, этот курс не рыба, а удочка. В этом курсе очень много практических советов, пошаговок. Посмотрели 9 уроков, их можно посмотреть буквально за 1 неделю. Потренировали, попрактиковали это все в рабочей тетради и пошли общаться на русском языке и уже не делая вот этих вот жирных ошибок, которые потом трудно исправлять. Этот курс уже прошло несколько человек, и вот что они говорят. Этот курс показал какие-то слепые зоны, то, на что раньше они не обращали внимания. Вот так. Еще получила такой комментарий, что этот курс не только про главные аспекты русского произношения, там будут и детали тоже. Несколько участников отметило, что они впервые поняли, как произносятся некоторые русские слова. Они поняли, как они произносятся и почему, по каким правилам это все происходит. Этот курс отвечает на очень многие вопросы. Вообще изначально я этот курс хотела создать, чтобы все главные правила были в одном месте. Плюс мои советы, мое видение вообще произношения, работы над произношением, мое видение изучения языка. Плюс транскрипция, как писать и как читать транскрипцию. Потому что после этого курса очень легко продолжить работать над своим произношением, именно его практиковать, так как все инструменты у вас там даны. Нет международного фонетического алфавита, нет лишней информации, но есть схемы, как там ставить язык, что куда. Вот такое там есть, но я постаралась дать только самое полезное, только то, что реально применимо на практике. И обязательно, если купите курс, обязательно скачивайте тетрадь к каждому уроку, потому что в тетради тоже вот что-то ценное, мое видение, давайте скажем так, мой посыл. Вообще вот буквально на днях я тут показала своим университетским студентам часть видео из этого курса, часть одного видео. И у них пошли мурашки. И на самом деле у меня тоже были мурашки не один раз, когда я делала этот курс. И я очень надеюсь, что этот вайб я смогла вам передать, что вы его тоже почувствуете. В описании к этому видео вы можете найти ссылку на страницу этого курса и почитать подробно содержание, описание этого курса. И сейчас я вам расскажу, что конкретно вы узнаете из этого курса, но перед этим, внимание, первые 24 часа после выхода этого видео мой курс MAP, Main Aspects of Russian Pronunciation, можно будет купить
по цене ниже. Итак, что конкретно вы узнаете из этого курса? Вы узнаете, с чего начать работать над своим произношением. Вы узнаете, без чего у вас не будет результат такой вау. Без чего не будет такого результата. Вы узнаете, что вы можете делать каждый день, что вы можете изменить в вашей жизни, чтобы повлиять на русское произношение. Вы узнаете, почему, когда мы говорим на иностранных языках, меняется голос, и как именно должен меняться голос, когда вы говорите на русском языке. Вы узнаете, чем конкретно отличаются ударные звуки от безударных. Вы узнаете главное правило мелодики русского языка. Как я уже сказала, в русском языке нельзя просто взять и прочитать то, что написано. Так вот, из этого курса вы узнаете, наконец, как читать русские слова, в каких позициях, какие буквы, как читаются. Не раз мне задавали вопрос такой, чем отличается русское произношение от произношения других славянских языков. Есть отличия, и после этого курса вы поймете, как звучать именно по-русски. Не по-болгарски, не по-сербски, а именно по-русски. Несмотря на то, что это главные аспекты русского произношения, это короткий курс, вы все равно узнаете, как вот так соединять слова, чтобы сразу, моментально звучать более естественно, непринужденно, легко, и при этом действительно не прилагать больших усилий. Из этого курса вы узнаете, что такое интонация, как она работает и какую ошибку не надо делать в интонации, в интонировании, когда вы говорите по-русски. Какую ошибку делают очень часто иностранцы и какую ошибку вы вот прямо после этого курса можете перестать делать. В этом курсе вы узнаете, какие звуки русского языка на самом деле трудные и как осилить любой звук. Также, если вы досмотрите до самого последнего урока, там вас ждет несколько бонусов, где вы узнаете, как и куда двигаться в тренировке своего произношения, какие привычки вы можете добавить в свой каждый день, с чего начать, что делать, а что вы уже сделали. Этот курс Main Aspects of Russian Pronunciation — это действительно такая карта, которую, наверное, хотел бы получить каждый, кто начинает изучать русский язык. И такой комментарий я тоже получила от студента, который прошел курс. Он написал, что очень бы хотел посмотреть этот курс в самом начале, потому что там так много полезного, и так просто все объясняется, и все так становится понятно. Ссылка на этот курс в описании к видео. Посмотрите сами и даже поделитесь этим видео или ссылкой с теми людьми, которым нужен этот курс. Я уверена, что если вы общаетесь с людьми, которые начинают изучать русский, я уверена, что многим этот курс действительно нужен. Вот если вы таких людей знаете, поделитесь с ними. Вспомните себя в начале пути. Вспомните, что вы не хотели смотреть 500 видео на канале Sound Like Russian, разбираться в таблицах транскрипции, всю эту информацию копать. Тогда вы, наверное, хотели получить быстро, просто, понятно, очень важную, очень грамотную информацию, чтобы взять ее и дальше уже спокойно изучать русский язык и общаться на нем. Короче, сделайте доброе дело, поделитесь этим видео и ссылкой на этот курс с теми, кому он нужен. Проходите этот курс и вы сами тоже. Даже если вам кажется, что вы уже все знаете, уже всю информацию вы знаете про русскую фонетику, все равно, мне кажется, этот курс вам будет интересен.
кроме какой-то классической информации, там есть еще мои свежие находки. И обязательно пишите мне о ваших впечатлениях. Пишите мне о ваших результатах и ваших впечатлениях. Друзья, ну что, давайте подытожим. Что бы я делала, если бы я начинала изучать русский язык как иностранный? Во-первых, я бы много слушала. Я бы дала себе время, много часов и несколько месяцев просто послушать живую русскую речь. Вот пока я слушаю, я бы начала разбираться в системе русского языка, как это вообще все работает. И потихоньку я бы находила людей, с которыми я буду общаться и от которых я буду учиться, которые мне будут помогать на моем пути. Я бы проверила, не завышены ли мои ожидания, а действительно ли я понимаю, что меня ждет. Вот. Список иллюзий оставила в закрытом телеграме. Проверяйте. И, наконец, пункт 4. Перед тем, как бежать и говорить на русском языке, я бы изучила основные правила русского произношения. Это вы можете сделать с моим новым курсом Main Aspects of Russian Pronunciation. Для меня этот курс — это не только результат моей работы, моей практики, это еще такой результат творчества. Поэтому я, правда, буду очень рада и вашим результатам, и вообще вашим впечатлениям об этом курсе. Если вы уже профессор в русском языке и все знаете без меня и без всяких курсов, обязательно напишите в комментариях, что бы вы делали, если бы вы только-только начинали. Вот. Ну и вообще пишите комментарии, даже если вы не профессор. Пока-пока. Bye! Все. Окей. Фу, блин, что такое? Сейчас. Все, сломалось. Сейчас. Для этого ей надо выучить русский язык. Заново. Да-да-да. Друзья, это Дженнис. Дженнис работает 23 часа в сутки, 8 дней в неделю. Я думаю, это все, что я хотела сказать. Все.